Привет, друзья! Вы смотрите канал «Лаборатория гитарного звука», и с вами я, профессор Володенька. И сегодня у нас на обзоре подписная педаль Джона Петруччи от компании TC Electronic The Dreamscape. Отличительной особенностью по-настоящему хорошей педали является то, что ее можно просто включить, поставив все ручки на центр, и вам уже будет нравиться, как она звучит. Так со мной произошло с педалью Dreamscape. Что это вообще за педаль? Это такой интересный хорус, вибрато и фленджер в одной упаковке. Как она родилась? Довольно просто. У TC Electronic уже давно есть три продукта, это хорус, вибрато и фленджер, для которых делал свои авторские настройки Джон Петруччи. Ему так понравилось это, то, как он настроил звучание, что он сказал: блин, я хочу себе отдельную педаль, свою собственную подписную, хотя скорее ему предложили, но неважно, в которой можно сразу получить все эти настройки, которые мне нравятся, которые рабочие, и чтобы каждый мог такую педаль купить, подключить ее в стерео, как я в свои Месабуги Mark 5 2, и получить такой объемный стереозвук. Ну, как-то так эта педаль появилась. Что в ней интересного? Здесь есть ручка выбора эффектов. Здесь доступны два варианта хоруса, два варианта вибрато, два варианта фленджера, плюс седьмой Tone Print, который можно подгрузить через мобильный телефон, попозже это посмотрим, загрузить какие-то еще чужие звуки, которые другие люди настраивали для этой педали. Здесь есть громкость эффекта, скорость эффекта и глубина эффекта. Собственно, все такое стандартное, как у любого другого хоруса, однако мне еще понравилось, что есть ручка эквализации, которая меняет немножко окрас эффектов. Давайте их потихонечку послушаем все. И первый, как я и сказал, это самый простой хорус. Он, конечно, может быть, звучит как 80-е, но он хорошо звучит как 80-е. Вот еще раз послушайте. Ну, вообще просто можно прямо его включить и играть до бесконечности. Крайние положения, ну, такие, я как бы должен показать их, поэтому давайте послушаем. Соответственно, максимальная глубина. На максимальной скорости мы получаем что-то уже, я и баланс хоруса задеру, чтобы было максимально подчеркнуто такой Лесли эффект. Это не то, как вы хотите использовать эту педаль. Никогда так не используйте вообще хорусы. Тем не менее, если вы хотите задрать глубину, сделайте скорость поменьше, и тогда это будет довольно музыкально. По-моему, интересно. И наоборот, если хочется задрать скорость, то убавьте глубину, тогда тоже будет музыкально звучать и прикольно. Так слышно, что этот самый Лесли эффект теперь стал интересным. FX Level, ручка, которая находится вот здесь, регулирует в зависимости от эффекта либо баланс эффекта в миксе, либо громкость самого эффекта. Давайте послушаем фленджер теперь. Поставлю все на серединку. Такой вот довольно забавный фленджер, чем-то, может быть, напоминает Electric Mysteries, такой в эту сторону. Вибрато. Вибрато — это довольно простой эффект, если подумать. Это хорус, у которого убрана не расстраивающаяся партия. Условно, как работает хорус? Он делит звуковую
вашу гитарную дорожку на две и одну расстраивает относительно оригинальной. Вот оригинальная дорожка в вибрато убрана, и есть только модуляция. Это очень классный эффект, если вы не один в группе. Потому что если вы используете хорус, когда у вас два гитариста, это обычно звучит довольно спорно. А вот вибрато это такой выигрышный эффект. Послушайте, например, Стивена Уилсона, он в основном использует только вибрато в своих записях. Слышно, что отдельно от музыки это довольно такой эффект насыщенный, однако в контексте он порой звучит очень прикольно. Перейдем ко второму хорусу, и он мне показался раскрывающимся на перегрузе. Как мы можем догадаться, Джон Петруччи довольно часто играет на перегруженном звуке, и он один из тех, кто любит использовать хорус на перегрузе. Для этого я, собственно, включу его у себя, и давайте его послушаем. Очень-очень мощный, широкий звук. Этот эффект, давайте я сейчас его повключаю, повыключаю, вы послушайте, как в стерео он добавляет ощущение, как будто вы играете не один, как будто вас двое на сцене, что, собственно, обычно Джон Петруччи и пытается добиться, ведь гитарист, как мы знаем, он один в группе Dream Theater. Итак... Очень большой звук, это, конечно, лайк, и мне прям нравится второй режим хоруса для игры с перегрузом в этой педали. Фленджер номер 2 довольно забавный. Здесь, как мы слышим, FX Level — это именно громкость сигнала, такой довольно объемный массивный фленджер. Опять же, с ним можно работать больше, меньше. И послушаем последний режим вибрато. Вибрато? Ну что можно про него сказать? Довольно интересно. Давайте посмотрим, какие другие музыканты добавили свои собственные эффекты с помощью технологии Tone Print в педаль Dreamscape, и, соответственно, посмотрим, как это работает. Напомню, что это за технология такая Tone Print. Это приложенька для вашего мобильного телефона или компьютера, с помощью которой вы можете достичь новых эффектов, которые сложно настроить с морды условно педали, а можно настроить с помощью глубокой отстройки в приложении. Для мобильного телефона все довольно просто. Вы его скачиваете из магазина приложений. И, соответственно, давайте посмотрим, что там внутри. А внутри все просто. У нас здесь есть библиотека педалей эффектов компании TC Electronic, которых ох уж уже теперь много, в которой мы можем найти интересующую нас педаль Dreamscape и посмотреть, как много разных ребят сделали свои собственные хорусы, фленджеры и вибрато для педали Dreamscape. Насколько я понимаю, здесь еще и какие-то там из Corona Horus перенесены. Их тут много, по-настоящему много, и огромное количество музыкантов, которые сделали. Я вот так сходу вижу здесь и Пол Гилберт, и Арианти, и даже Натан Ист сделал свои звуки для бас-гитары. Да, соответственно, этот хорус подойдет также и для бас-гитары. Я попробую найти здесь, соответственно, миллион тон принтов от Джона Петруччи самого. Попробую найти кого-нибудь, кто мне интересен. Давайте вот Гатри Гован.
Давайте посмотрим, как будет звучать тон-принт, созданный для этой педали Guthrie Govan. Для этого я, собственно, его выбрал. И дальше, как происходит передача звука из мобильного телефона в педаль, это довольно просто. Мы подносим к звукоснимателю динамик телефона и включаем «Передать на педаль». И подносим 3, 2, 1. И, возможно, уже и поменялся у нас звук. Давайте посмотрим, как это все звучит. Итак, мы слышим хорус, и было заявлено, что это самый универсальный хорус, который есть для Guthrie Govan, который в серединке звучит просто как традиционный такой, намекнем на CE3 босс. Да, очень ненавязчивый мягкий хорус, но, соответственно, если сделать вот так, уже будет что-то другое. Увеличили глубину, уменьшили скорость, и наоборот, увеличили скорость, уменьшили глубину. Тут уж должно быть прям Лесли-Лесли. Guthrie не разочаровал, хорус довольно интересный. А уж найти там хорусы, которые понравятся вам, главное, чтобы времени хватило. Как вы, наверное, догадались, педаль работает в стерео, потому что у нас тут целых 4 провода из нее торчит. Кроме того, питается она от стандартного 9-вольтового адаптера, но также может и от батарейки, как и обычные педали TC Electronics. Здесь True Bypass, который, если вы захотите, может стать буферизированным. Внутри есть специальные дип-свитчи, которые могут включить встроенный бафер. Отдельно хочется похвалить то, насколько яркая лампочка у включенной педали. Ее легко увидеть на сцене. И даже если вы играете какой-то там open air днем, и солнце светит прямо на нее, вы эту лампочку увидите. Это большой-большой плюс, который всегда ценят профессиональные музыканты. Мне педаль очень понравилась, очень зашла. Она уже, мягко говоря, не новая, ей вот 10 лет уже исполнилось, но тем не менее она все еще, мне кажется, актуальной. Учитывая ее footprint, условно, размер, она звучит очень классно, она звучит отлично в стерео, с перегрузом, с чистым звуком. А как вам нравится эта педаль? Оставляйте свои комментарии внизу под этим видео. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, прожимайте колокольчик, да вы и сами все знаете. До новых встреч! Пишу. Поставь мне перед этим местом, с чистого звука. В смысле, я буду поверх дисторшена писать, но не сразу... Ничего не понял, мы не последнюю часть пишем?